Ни для кого не секрет, что львиная доля всех круизеров продается на рынке США, для которого они, собственно, и разрабатываются. В 2009 году компания Suzuki решает захватить еще большую долю этого гигантского рынка, выпустив менее мощную копию своего успешного мускул-байка M109R, модель Suzuki Boulevard M90, которая на всех других рынках, кроме США, продавалась под названием Suzuki Intruder M1500. Этой моделью компания также заполнила и пробел своей линейки. Suzuki ставила ставку на тех потребителей, которых привлекала внешность M109R, но они боялись его приобретать из-за слишком большой мощности. А теперь появилось как раз то, чего не хватало. В итоге Suzuki Boulevard M90 и M109R издалека выглядят практически одинаково, поскольку только несколько незначительных деталей могут выдать младшего брата. И чтобы этого добиться, инженерам пришлось не только изменить внешность спокойного Suzuki Boulevard C90, а полностью переработать круизер. Во-первых, рама целиком была взята от флагманской версии M109R. В нее поместили полностью переработанный 1462-кубовый двухцилиндровый V-образный двигатель от C90, который раньше, напомню, выдавал всего 67 лошадиных сил и 115 ньютон-метров крутящего момента. Новый двигатель поражает своим приростом мощности. Он выдает уже 106 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. И несмотря на немалый снаряженный вес в 328 кг, от 0 до сотни М90 выстреливает за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. При этом средний заявленный расход топлива 7 литров на 100 км. Чтобы добиться таких показателей, инженерам Suzuki пришлось серьезно попотеть над двигателем. Прежде всего, они изменили угол развала цилиндров с 45 градусов на 54, как у 109-го. Появилось жидкостное охлаждение. Головки цилиндров теперь имеют по 4 клапана вместо 3. Сами клапаны имеют меньший угол наклона, 40 градусов против 48 у C90. Плюс к этому выпускные клапаны меньшего размера, так как их теперь 2 вместо одного большого. Кроме того, поршни М90 сжимают топливную смесь в соотношении 9,5 к 1, что на 1 единицу больше, чем у старого двигателя. Другие отличия включают крышки клапанов, которые отделены от корпуса распределительного вала для якобы снижения механического шума верхнего уровня. Цилиндры были покрыты композитным электромеханическим материалом Suzuki, уменьшающим трение и износ. За питание также отвечает инжектор, только теперь он имеет двойные дроссельные заслонки диаметром 42 мм вместо одинарной 36 мм. Новый двигатель заслуживает и новой подвески. Это передняя 43-мм перевернутая вилка с ходом 130 мм, а сзади установлен скрытый моноамортизатор с ходом 108 мм. За торможение отвечают два 290 мм диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один 274 мм диск с также двухпоршневым суппортом сзади. Хотя карданный привод и пятиступенчатая коробка передач остались, передаточные числа все-таки удлинились с прицелом на американские хайвеи. Помимо всей проделанной работы, инженеры Suzuki решили заморочиться и приложили немало усилий, чтобы добиться приятного звучания М90.
проводя много времени в звуковых лабораториях и специально настраивая верхние глушители на высокие частоты, а нижние на низкочастотные. Выпустив Boulevard M90, как говорится, вовремя, компания Suzuki не только пополнила свою линейку, но и перетянула многих покупателей от других производителей, потому что большинство круизеров-одноклассников либо имели слабый двигатель, либо стоили дороже. Как и ожидалось, вне американского рынка Intruder M1500 пользовался достаточно слабым спросом и постепенно стал исчезать у дилеров европейских стран. В итоге на рынке осталась только американская модификация Boulevard M90, которая производилась до 2019 года.